Громкая отставка в офисе президента. Один из главных людей в стране уволен с должности. Внезапное и окончательное решение принято. Зеленский стоит перед катастрофическим выбором. Решается судьба страны и его лично. Срочные изменения в Конституции, что хотят убрать из нее из-за поражения в войне, и к чему готовятся власти, что скрывают от людей. Один из ближайших соратников Путина предал его, выступив против войны в Украине. Заявление прозвучало прямо в Кремле. Германию накрыла волна дронов над базами Бундесвера, энергетикой и водоснабжением, сотни штук. Об этих и других главных событиях к субботе, 29 ноября. Доброе утро. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Громкая отставка в офисе президента Украины. Окончательное решение принято. Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса Андрей Ермак подал в отставку. Указ об увольнении был подписан практически сразу же. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Ермака называли вторым человеком в стране после Зеленского. Напомним, ранее СМИ обсуждали его неожиданное недавнее повышение. Он возглавил украинскую переговорную команду на фоне слухов о коррупции. А уже в прошлом выпуске «Ну и новостей» мы рассказывали вам про обыски у Андрея Ермака. Все это отголоски нашумевшего коррупционного скандала, затронувшего украинскую верхушку. Зеленского загнали в угол. Президент Украины должен сделать выбор между ужасным и катастрофическим. О чудовищном выборе, перед которым стоит Украина, пишет CNN. Цикл наверняка повторится. Уитков во время своего визита в Москву снова услышит, что Путин не отступит от требования о сдаче Украины и Донецка в обмен на мир. Уитков передаст это Трампу. На Зеленского снова будет оказано давление и может последовать очередной дедлайн в стиле Дня Благодарения. И так по кругу, пока в итоге что-то все же не будет подписано. При этом Зеленскому намекают, альтернативы может не быть вообще. А провал с подписанием ко Дню Благодарения еще больше разозлил Трампа. Его спецпосланник Уитков снова едет в Москву, где наверняка услышит прежнюю позицию Путина, потом донесет ее в Вашингтон, и давление на Київ лишь усилится. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба триває. Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритись. Втратимо єдність, ризикуємо втратити все. Себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратись, мусимо триматись. CNN пишет, что Зеленскому фактически предлагают взвесить две катастрофы: уступить территорию и получить сомнительные гарантии безопасности, или отказаться и оказаться один на один с растущим военным кризисом. Огонь! На фронте у Украины нехватка людей, у союзников сомнения с финансированием, а Россия давит сразу на нескольких направлениях. По оценке CNN, система зашла в точку, где невыносимая сделка становится куда реальнее, чем еще полгода назад. Киев входит в самую опасную фазу войны и дипломатии. А что бы вы сделали, оказавшись на месте Зеленского? Напишите в комментариях. Вашингтон делает Путину предложение, которое может изменить исход войны. Правда, если Украина от него не откажется, а шансы на это можете оценить сами. The Telegraph выдает самые жесткие подробности. Администрация Трампа фактически предлагает Путину сделку здесь и сейчас. Она проста. Вашингтон признает российский контроль над Крымом, Донецком и Луганском. А после перемирия готов обсуждать и линию контроля в Херсонской и Запорожской областях. Спецпосланник Уитков и зять Трампа Кушнер уже готовы лететь в Москву с этим предложением. Песков говорит, что визит запланирован на вторник. Масло в огонь подливает и Орбан. Накануне он встретился с Путиным в Кремле. Спасибо за то, что вы так откликнулись на возможную встречу между мной и президентом Соединенных Штатов именно в вашей стране. Это было предложение Дональда. Это где вошла? Вот,
Он сразу сказал, у нас хорошие És отношения hát azt el kell fogadni, az helyes. с Венгрией, у тебя с Виктором хорошие отношения, у меня. Вот Жить предлагаю этот вариант. Конечно, мы с удовольствием согласимся. Европейцы резко против, но по данным источников The Telegraph, американцы отвечают просто. Европа может делать, что хочет. Киев же на грани. Конституция запрещает любые уступки, а Ермак подчеркивает, вернее уже подчеркивал, Зеленский территорию не сдаст. Это самый жесткий сигнал за все время войны. США готовы давить ради сделки, даже если она закрепляет успех российской агрессии и последствия, которые будут касаться всех. Предвестник мира, российские аналогов нет или что-то ядовитое. В сети гадают, что это было. Сразу после отрицательно удачного пуска ракеты под Оренбургом в небо поднялось облако фиолетового дыма. Эксперты Defense Express считают, что это мог взорваться легендарный «Сармат» — межконтинентальная баллистическая ракета, которой так гордился и пугал всех Путин. Примечательно, что там, в Ясном, расположены космодром и база ракетных войск. Одна из немногих точек в России, откуда запускают ракеты большой дальности и могут запускать даже ядерные. Вопрос лишь, как могут запускать. Один из самых близких соратников Путина предал его, выступив против войны в Украине. Трещина в окружении российского правителя вскрылась и ударила больно по всему Кремлю. Там явно не раз и не в одном кабинете зачитывали жесткое письмо, которое Дмитрий Козак написал перед своим уходом. В нем один из самых давних и близких соратников Путина резко раскритиковал войну. Источники агентства говорят, что вторжение было названо ошибкой, а по логике войны теперь уже бывший чиновник прошелся так резко, как никто из окружения хозяина Кремля. Напомним, Дмитрий Козак ушел с поста замглавы администрации президента РФ 2 месяца назад. Якобы по собственному желанию. После отставки Козак покинул Россию, но, по словам источников издания, это не бегство. Он был в Израиле на лечении, а сейчас продолжает приезжать в Россию. Более того, уверяет окружение, Путин даже не разозлился, и Козак рассчитывает на личную встречу с ним. Обычно в кремлевской вертикали почти не бывает открытых несогласий. Козак — редкое исключение. Он работал с Путиным еще со времен Петербургской мэрии, курировал Крым и был единственным высокопоставленным чиновником, кто еще до вторжения говорил, что силовой сценарий — ошибка. Его уход показывает, трещины внутри системы есть, их много, но их очень тщательно прячут и скрывают. Загадочная волна дронов накрыла Германию. В стране гадают, что это — шпионаж или подготовка больших диверсий. Шпигель пишет, с начала года Федеральное ведомство уголовной полиции зафиксировало 850 подозрительных пролетов дронов над базами Бундесвера, оборонкой, энергетикой и даже водоснабжением Германии. Активность растет почти каждый месяц. Самый опасный случай 13 октября. 4 дрона пролетели над военным объектом, где немецкие инструкторы обучали украинцев ПВО. Ни полиция, ни военные их не перехватили. Теперь идет расследование, и в Берлине всерьез обсуждают, кто проверяет немецкие объекты на уязвимости и зачем. Город засыпает, просыпается Трамп. Целая страна устроила ночную слежку за чужим президентом. Теперь там дежурят по ночам из-за слов Дональда Трампа. В Дании официально ввели должность ночного стража. Местная Politiken пишет, МИД назначил специального ночного дежурного, который каждый вечер с 17:00 до 7 утра фиксирует все заявления, каждое слово президента США. Утром составляется отчет и отправляется правительству. Причина проста. Постоянные резкие заявления Трампа, особенно после его попыток купить Гренландию и намеков на давление ради контроля над островом. Более того, эти заявления постоянно меняются. Фактически Дания круглосуточно мониторит чужого президента, чтобы не проспать его очередное заявление. В России поднимают НДС, и почувствуют это не только россияне. Путин подписал закон, уже через месяц налог на добавленную стоимость вырастет с 20 до 22% сразу. Для продуктов, лекарств и детских товаров льгота 10% сохранится, но все подорожает. Минфин не скрывает, деньги нужны на войну и закрытие огромной дыры в бюджете. Проще говоря, цены в России вырастут еще быстрее, особенно в торговле и услугах. Это ударит по кошелькам миллионов людей. А рост внутренних цен и дефицит внутри РФ влияет и на соседние страны, от Беларуси до Казахстана, которые торгуют с Россией и зависят от ее рынка.
Все, Россия начала распродавать то, что долгие годы считалось священным и неприкосновенным запасом. Впервые за всю постсоветскую историю Центробанк выходит на рынок как продавец, открывая доступ к самому сокровенному золоту из резервов Центрального банка. По данным украинской разведки, россияне понимают, что поддержать рубль, закрыть дыры в бюджете и помочь корпорациям с ликвидностью других вариантов больше нет. Тот самый черный день, судя по всему, наступает. Фонд национального благосостояния почти опустел. В 2022 году там было 113,5 миллиардов долларов, а уже в 2025-м 51,6 миллиарда долларов. Запасы золота в составе ФНБ рухнули на 57%. Теперь начинается масштабная монетизация. В 2025 год продажи могут достигнуть 30 миллиардов долларов, а в 2026-м не менее 15 миллиардов. То есть Москва фактически распродает весь свой стратегический запас. Можно уверенно сказать, началось. Бельгия тормозит идею репарационного кредита для Украины. Брюссель боится, что Россия потребует деньги назад. Премьер Бельгии Барт де Вевер написал Урсуле фон дер Ляйен, что выступает против использования замороженных российских активов как кредита Украине. Его логика проста. Если Россия официально не капитулирует, она потом законно потребует вернуть свои активы, и ЕС рискует остаться должным Москве. Де Вевер согласен на схему только в одном случае, если страны ЕС заранее готовы покрыть эту сумму из собственных бюджетов. Он предлагает альтернативу. Общий долг ЕС на 45 миллиардов для Украины в 2026 году. Но большинство стран против. Это уже прямые деньги налогоплательщиков. В Германии же готовы уже сейчас использовать замороженные российские активы. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И мы хотим, чтобы замороженные российские активы были доступны именно для этой цели. Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет свободы и мира в Европе. Поэтому Германия продолжит предоставлять Украине очень высокий уровень поддержки в федеральном бюджете на следующий год. В свете последних событий мы увеличили сумму еще на 3 миллиарда евро до общего показателя в 11,5 миллиардов европейской валюты, и мы немедленно выделяем еще 170 миллиардов евро на развитие инфраструктуры. В связи с проигрышем в войне и территориальными изменениями страна нуждается в изменениях в Конституции. Власть переписывает основы государства. В стране резко ускорили работу над основным законом. Министры признают, после военного поражения и изменения границ Армении придется переписывать сразу все правила игры. Министр юстиции Збруи Галян заявила, что полный текст новой Конституции должен быть готов уже к марту следующего года. Сейчас главное кулуарное обсуждение в стране, что именно исчезнет из документа. В первую очередь говорит о возможном удалении упоминания декларации о независимости, на которой стояла вся современная армянская государственность. Если это подтвердится, страну ждет политический взрыв. Новая конституция станет юридическим оформлением поствоенного статуса-кво, и далеко не все готовы это принять. А что перепишут в России после проигрыша? Или, может, в Украине? Все ваши мнения навсегда останутся в комментариях. И в завершение в Польше задержали украинца с 46 российскими паспортами на разные имена. 34-летнего Михаила Х. Польские спецслужбы проверяли на связь с диверсиями на железной дороге. Прокуратура пока выясняет, настоящие ли документы и как он их вообще получил. Михаилу предъявили лишь обвинение по статье о хранении чужих документов, но суд не согласился с арестом. Его отпустили, и сейчас неизвестно, где он находится. А мы тем временем запустили проект «Нехта Польска», где на польском языке полякам будем рассказывать правду о БРФ и возможных опасностях. Обязательно сбрасывайте ссылку своим польским друзьям и коллегам. Coś pękło. Służby biją na alarm i pierwszy raz od początku wojny mówią to tak otwarcie. Przekroczono pewną granicę. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.